Привет. На UFC 256 точно не выступит Аманда Нуньес, которая должна была биться с Меган Андерсон в главной схватке последнего номерного турнира этого года. В связи с этим ивент возглавит бой с участием нашего Петра Яна. Первая защита титула No Mercy пройдет в Лас-Вегасе, а его оппонентом станет топовый проспект легчайшего веса Алджимейн Стерлинг. Кстати, о нем у нас на канале есть отдельное видео, можете посмотреть, если еще не видели. Ну а в этом видео мы сравним стили конкурентов по грядущему бою и дадим прогноз на мейн-ивент турнира, который состоится 12 декабря. Петр No Mercy Ян. Путь становления российского бойца в главном промоушене планеты знаком каждому фанату ММА. В детстве он тайком от брата следил за ним, дабы узнать путь до боксерского зала. А ныне сибиряк является гостем вечернего Урганта и одним из самых узнаваемых бойцов страны. Приготовь, все готовы? Но к чемпионскому титулу атлета привели годы усерднейших тренировок. Его боксерская техника ныне разбирается лучшими аналитиками UFC, в том числе и Дэном Харди. Некоторые ее особенности решили подметить и мы. Стойка. И начнем мы со стойки россиянина. Любой, абсолютно любой тренер по боксу скажет, что Петра воспитала советская школа. Руки постоянно подняты так, что до его головы практически невозможно добраться. Это несколько снижает пространство для действий, но в то же время минимизирует риск урона, позволяя Петру практически безболезненно готовить атаки. Что касается манеры передвижения бойца, то здесь обратим внимание на постоянный и непрекращающийся прессинг. У соперников Яна попросту не остается выбора. Либо ты прижат к сетке, либо непременно открываешься и пропускаешь большое количество опаснейших ударов. Скорость. Второе и, пожалуй, главное преимущество нашего бойца. Дивизион бантамов в целом наполнен быстрыми бойцами. Однако именно Ян сделал скорость своей коронкой. Он не боится атаковать по этажам, размениваясь и проводя комбинации голова, корпус, голова. Петр шикарен при работе на одной и той же дистанции. Для этого он и движется за оппонентом, словно загоняя свою израненную жертву. Клинч. Разбирая путь Петра в UFC, его оппозиция делает акцент на работу в клинче, так как Ян часто пользуется данным компонентом в своих поединках. Либо No Mercy действительно входит в клинч и немедленно сбрасывает с себя руки оппонента, нанося тому удары локтями, либо он использует клинч как обманку, тем самым снимая с себя бремя защиты соперника. Геймплан. Петр один из самых грамотных бойцов в своем весе. Со своей командой они задолго до старта поединка начинают готовиться к оппоненту, изучая сильные и слабые стороны соперника Петра. Ишихара часто проваливается после оверхендов. Будем закидывать его обманками, из-за чего японец неминуемо опустит руки. Сильва де Андраде слишком раскрывается в партере. В ход пойдут молниеносные мощные локти, дабы нанести максимальный урон сопернику. И так с каждым оппонентом. Петр не только пользуется своими сильными сторонами, но и обращает внимание на минусы оппозиции. Крайний бой. На свой первый в карьере титульный поединок Ян вышел весьма неожиданно. Казалось, что в дивизионе есть еще несколько претендентов, однако именно россиянин стал соперником Жозе Альдо по титульной схватке. Петр с первых минут дал понять, что он готов как к знаменитым кикам от бразильца, так и к приведению в действие своего геймплана. Что нужно сделать с ветераном смешанных единоборств, который второй раз в своей карьере выступает не в своем весе? Правильно, максимально его измотать, и при этом не улететь в нокдаун. С двумя поставленными задачами Петр справился на ура. Он постоянно прессинговал, заставляя Альдо совершать много лишних действий и в конце концов несколько раз опасно попал, из-за чего бразилец заметно задышал. Уже в четвертом раунде Альдо пропустил несколько опасных ударов, а пятая пятиминутка стала конечной для бывшего чемпиона организации. Петр отлично попал по сопернику и начал постепенно выбивать из него оставшиеся силы в Грантед Паунде, пока Марк Годдард не остановил бой из-за пассивной защиты со стороны Жозе. Алджимейн Фанкмастер Стерлинг.
Если нашему бойцу для того, чтобы посещать зал, необходимо было зимой следить за братом, то Стерлинг буквально выживал на криминальных улицах родного для себя Нью-Йорка. Заручившись поддержкой семьи, Алджемейн вместо постоянных тусовок с местной уличной бандой выбрал спортивный путь и с самого детства принимал участие на соревнованиях по вольной борьбе. В связи с этим базой атлета является именно грэпплинг. Большинство побед Фанкмастер одержал благодаря навыкам в борьбе, поэтому главным преимуществом ямайца является умение доминировать над соперником в партере. Партер. Алджа – мастер борьбы. В его арсенале есть как несколько излюбленных приемов, которые он использует еще со времен любительских выступлений, так и весьма редкие для ММА грэпплерские захваты. Так, например, Коди Стэмона в одном из крайних боев он одолел болевым Сулоева. My friends, and up until this point, it had only been done one time before. Kenny Robertson, Brock Jardine. That was just the second time in UFC history that someone... Его вы можете вспомнить по знаменитой победе забита Магомед Шарипова, когда он заставил оппонента сдаться путем болевого на ногу. Стерлинг сам себя называет непредсказуемым бойцом, и с этим трудно не согласиться. Фанкмастер достаточно активен в партере, старается доминировать и постоянно ищет пути для выхода на сабмишн. Этим он и отличается от так называемых одеял. Вместо простого залеживания боец старается выигрывать каждый из своих поединков досрочно. Стойка. Кроме того, от дефолтного для ММА одеяла его отличает и выдающийся прогресс в стойке. Алджа времен подписания контракта с лучшим промоушеном планеты является бойцом с весьма посредственной ударной техникой. Он практически не представляет угрозы в стойке, из-за чего его оппозиция на начальных этапах выступлений в UFC могла позволить своему сопернику беспрепятственно наносить удары, зная, что вероятность нокаута была крайне мала. Сейчас же Алджа заметно расширил свой арсенал в стойке. Он отлично развился в кикбоксинге, а его удары хоть и не несут колоссальной нокаутирующей мощи, но из-за своего тоннажа являются причиной для заметного уровня у оппозиции. Достаточно вспомнить бой Алджа с Джимми Ривейрой. Номинальный ударник, который в свое время смотрелся в октагоне едва ли не лучше Петра Яна, ничего не смог сделать со Стерлингом, который попросту перебил американского оппонента. Крайний бой. Изначально бой между Алджемейном Стерлингом и Кори Сандхагеном матчмейкеры выставили как войну стилей. Топовый ударник, уникум для своего дивизиона в плане параметров роста и размаха рук, против одного из лучших борцов веса, одолевшего знаменитого Ренана Барао. И борьба внезапно оказалась намного лучше ударки. Стерлинг с первых секунд захватил центр октагона и не подпускал Кори на удобную для него дистанцию, что фактически послужило началом конца для Сандхагена. Молниеносное сближение, перевод и классический борцовский замок, из которого Кори не суждено было выбраться. Стерлинг победил, причем победил более чем уверенно. Ровно настолько, чтобы у Дана Уайта не осталось и сомнений относительно следующего соперника Петра Яна. Прогноз. Лучший бокс UFC против опаснейшего джитсера-универсала. Бой, благодаря которому 2020 год будет за что вспомнить. Если UFC предложат мне бой со Стерлингом, так как он тоже является один из претендентов, так же как и я с удовольствием приму с ним бой этот. Я думаю, что это будет очень крутой бой. Я готов принять с ним бой в любой точке мира. Америка, Бразилия, Мексика, Россия, вообще без разницы. Я приму бой в любом месте. Антропометрия за Алджа. Он чуть выше своего соперника, его размах рук несколько больше. Однако это является как преимуществом для бойца, так и снижает его шансы на победу. И вот почему. Во всех своих крайних схватках ямаец неизменно пытается перебить соперников. Безусловно, на дистанции он хорош. Часто забирает победы единогласными решениями и действительно смотрится лучше оппозиции. Однако его удары едва ли могут отправить спать непробитого Петра Яна. Россиянин должен быть готов к большому количеству пропущенных ударов, однако большинство из них придутся в защиту нашего атлета. Кроме того, не стоит забывать про параметр выносливости, в котором точно выигрывает Ян. No Mercy помимо недавнего титульника сражался в нескольких пятираундовых битвах, тогда как у Алджа подобного опыта не было, и как он распределит силы на 25 минут боя – большой вопрос. Что же касается борьбы, то здесь, как кажется, явным фаворитом является Стерлинг, подшефный Джона Джонса, который борется всю свою сознательную жизнь против боксера и бывшего чемпиона ACB. Но именно опыт выступлений в главном промоушене России бесценен для Петра. No Mercy так настрадался в схватках с Мурадом Каламовым и Магомедом
Нурмагомедовым, что начал заметно прогрессировать в аспекте борьбы. Его не так легко перевести. Более того, Ян сам нередко переводит свою оппозицию. Некогда лучший грэпплер дивизиона Юрай Фейбер вовсе не смог зарубиться с Яном в партере, а Стерлингу во многом из-за его антропометрии будет нереально тяжело перевести россиянина. Кроме того, Петр будет намеренно избегать борьбы, так как он понимает, насколько опасен ямаец относительно его базы сабмишенов. В итоге же хочется сказать, что наиболее ожидаемым исходом противостояния является победа Петра Яна единогласным решением. У россиянина едва ли получится отправить спать мастеровитого фанкмастера, а Стерлингу в свою очередь не удастся засабмитить нашего бойца. Но из-за большего опыта пятираундовых противостояний и лучшего геймплана на бой, Ян должен будет забрать победу в поединке.